Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. Сегодня мы будем решать проблему с приставкой Xbox. Именно диск не читается и не вылазит. Будем разбираться, в чем проблема. При включении видно, что появляется интерфейс, рабочее меню, диск, который загружен в приставку, и он почему-то не хочет выходить. Нажимаем кнопку открытия. Начинает мигать кнопка питания. И никакой реакции не происходит. Какое-то жужжание внутреннее. Возможно, поврежден привод чтения дисков. Начинаю читать. Появляется интерактивное меню. Нажимаем букву А «Запустить диск». Начинается чтение. Слышно, как шумит диск в приставке. Но на этом все заканчивается и загрузка не идет. При такой поломке можно купить новый привод или же опробовать реанимировать старый. Я в прошлый раз чистил уже лазер на этом приводе, поэтому в этом проблемы быть не должно. Значит, проблема в механике. Необходимо разобраться. В первую очередь необходимо отключить привод от питания. И повынимать все шнуры, которые идут от блока питания и от выходов к телевизору. Сначала вынимаем HDMI кабель и затем шнур питания, нажав предварительно две кнопки слева и справа от разъема. Вот они. После этого необходимо снять привод с Xbox и разобраться, в чем проблема. В первую очередь необходимо отстегнуть жесткий диск. Для этого нажимаем на эту кнопочку, и он выходит из своего паза. Убираем в сторону. Затем отщелкиваем лицевую панель. Для этого берем острый предмет, поддеваем слева и справа в этом месте, где защелка находится, и подтягиваем рукой. Вот лицевая панель снята. Затем, используя острый предмет, снимаем боковые панели. Находим сверху места застежек и начинаем их отстегивать. Аккуратно, чтобы ничего не поломать. И идем к последней защелке. Вот правая часть уже снята, боковая. Снимаем левую. Для того, чтобы снять левую боковую часть, необходимо будет убрать резиновую прокладку на ножке задней левой. Но я убирать не буду, потому что у меня легко она стянулась и без этого. Вот она снята. Теперь необходимо на лицевой части отсоединить 4 защелки. С помощью обычной отвертки поддеваем и отщелкиваем их аккуратно, чтобы не поломать. Теперь, используя острый предмет, рассоединяем защелки на задней стороне. Нажимаем каждую. Если у вас новая приставка, то будет тяжелее их расщелкнуть, но у меня она уже не очень новая, разбиралась, поэтому уже легче намного. Нажимаем аккуратно до щелчка, стараюсь ничего не поломать. Вот таким образом. Теперь отсоединяем кнопку открывания привода. Аккуратно ее поддеваем чем-то острым под низ, и она легко выходит, имеет такой внешний вид. Теперь с помощью шестигранного ключа откручиваем 6 болтов на нижней части. После этого переворачиваем консоль и снимаем верхнюю часть. Теперь вынимаем привод Xbox, тянем просто вверх и соединяем все шлейфы, которые идут к нему. Здесь их 2 штуки. Они просто тянутся и вынимаются на себя. Один и второй. Вот привод у нас в руках, и можно его разбирать. Переворачиваем привод вверх ногами и откручиваем 4 болта. Аккуратно плоской отверткой поддеваем верхнюю часть.
с обеих сторон. И убираем ее в сторону. Теперь берем за стойки и аккуратно поднимаем весь механизм в сборе, вынимая его из корпуса. Вот он вынут, а диск остался в верхней части. Для того, чтобы вынуть лоток из своего места, необходимо взять плоскую отвертку и покрутить ремень привода по часовой стрелке. Вот таким образом. Когда он начал выдвигаться, просто берем рукой и выдвигаем его до конца. Разборка показала, что смазка между шестеренками затвердела. И теперь они плохо попадают в свои пазы и там западают. Теперь необходимо удалить старую силиконовую смазку из шестерен пластмассовых и заменить ее новой. Берем старую зубную щетку, спирт и хорошо промываем эти шестеренки. И хорошо продуваем компрессором. Теперь с помощью вазелина и плоской отвертки необходимо смазать все шестерни, которые работают на закрытие каретки. Очень маленьким слоем наносим, чтобы не было затем пыльных отложений. И слегка двигаем каретку, чтобы шестерни смазались. После этого берем Xbox, подключаем к нему привод и проверяем, как он работает. С помощью острого предмета нажимаем кнопку открытия и закрытия. Она находится здесь внизу. Выходит без проблем каретка. И закрываем. Лазер включается и начинается работа лазера. Значит, привод работает успешно. Сделаем еще пару раз включение и выключение, проверим его работу и можно все собирать. После такой нехитрой процедуры чистки и смазки привода можно ставить его на свое место. Опускаем привод в верхнюю часть корпуса. Ставим на место крышку и хорошо ее закручиваем. Подключаем привод и ставим его на место. Два провода в задней части. Пускаем его в свой разъем. И можно закрывать корпус. Сверху устанавливаем крышку. Чтобы она попала на свои места. И закручиваем 6 болтами. Сначала фиксируем переднюю часть на фиксаторы и плавно фиксируем заднюю часть. Теперь необходимо оставить на свое место боковые части. Сначала правую часть снова до полной фиксации. Переворачиваем и монтируем левую часть. Осталось зафиксировать переднюю панель, и работа будет закончена. Она легко фиксируется на свое место. Теперь осталось установить на место жесткий диск и запускать приставку. Фиксируем ее на своем месте. И проверяем, что же она покажет.
Пошло считывание. Шумит DVD-ROM. И пошло проигрывание. Все прекрасно работает.